Всем привет! Ну вот и пришло время рассказать обо всех изменениях, которые произошли с моим мини-морем за столь долгое время. Как видите, сейчас у меня новый аквариум. Объем 60 литров, размер аквариума 60 на 30 на 35. Стекла Optivite толщиной 8 мм. Можно было обойтись и одним светильником, но на мой взгляд с двумя смотрится лучше. Сампа и пеника по-прежнему нет. Работает аквариум на внешнем фильтре. С момента переезда в новый аквариум прошло примерно полгода, и наконец-то у меня дошли руки запилить новый видос и рассказать о переезде более подробно. Мой прежний аквариум на 30 литров был настолько плотно засажен кораллами, что я решил переехать в аквариум большего размера. Изначально я планировал полноценный морской аквариум с сампом литров на 200-250, и я хотел склеить его самостоятельно. Опыта в склейке аквариумов у меня не было, и чтобы не рисковать с большим объемом, я решил потренироваться и склеить аквариум на 60 литров. Заказал стекла и подготовил все необходимое для склейки. Я, наверное, пересмотрел все видосы на канале Сергея Шпака. У него можно найти любую информацию касательно склейки аквариума. И большой ему респект за то, что он делится своими секретами. Поэтому я не буду подробно останавливаться на процессе склейки, скажу лишь, что для первого раза получилось очень даже неплохо. Дальше нужна была тумба под аквариум. Заказал на распиле ЛДСП по моим размерам и приступил к сборке. К этому времени я переезжал в другую квартиру и тумбу собирал уже на новом месте. К тумбе прикрутил регулируемые ножки и установил аквариум. В качестве фона использовал черную пленку. Клеил пленку с помощью глицерина. Установил крепление для светильников, предварительно покрасив их в белый цвет. Для проводов и шлангов сделал в тумбе отверстие. Для перевозки аквариума и живности я дождался ночи, чтобы без пробок на дорогах перевезти все максимально быстро. Через час я уже заливал слитую воду в новый аквариум. Дополнительно я засолил 30 литров осмоса, единственное, я немного поторопился. Нужно было первым делом засыпать песок, чтобы не было столько мути. Тем не менее, все прошло гладко. Также я обратил внимание, что скелет одной из каулострей полностью покрылся черной губкой, которая уже начала перемещаться на декорацию и угнетать сам коралл. Вообще чего только не попадает в аквариум с новыми кораллами. Поэтому я решил оставить старый 30-литровый аквариум, буду использовать его для передержки новичков или как отсадник. В любом случае, думаю, применение ему найдется. После благополучного переезда пришло время задуматься о внутреннем оформлении аквариума. В правой части напрашивался какой-нибудь камень или декорация чуть меньшего размера, чем основная. Решил поэкспериментировать и слепить что-нибудь из раствора белого цемента и коралловой крошки. Выложил густой раствор на пакет с синтепоном, чтобы получилось что-то вроде арки. Перед тем, как поместить декорацию в аквариум, несколько дней вымачивал ее в осмосе. Попробовал как-то оформить декорацию кораллами, но все равно мне что-то не нравилось. И тогда я решил убрать все кораллы из аквариума и начать выстраивать композицию заново. Один из клоунов, тот что покрупнее, как всегда кусается, стоит мне только засунуть руку в аквариум. На первый взгляд это может показаться забавным, но клеить кораллы он реально мешает. Ведь нужно еще следить за тем, чтобы он не измазался клеем. В какой-то момент клоун доигрался и обляпался клеем, который моментально застыл на его морде. Посмотрите на этого единорога. Хочется поскорее закончить с оформлением аквариума, а тут еще этому товарищу надо помогать. Хорошо хоть поймать его несложно, ведь он сам подплывет к рукам.
Также я приобрел 2 рок-анимонов. После того, как я поместил их в аквариум, один из них сразу уполз в песок. И чтобы они не перемещались, я слепил им из того же цементного раствора небольшие пещерки. Мой первый рок-анимон безвылазно сидит в таком домике почти год. Также слепил немного фрагментов для новой декорации. Какие-то кораллы я не стал возвращать в этот аквариум, оставил только те, что мне больше всего нравятся. Последними я приклеивал зоантусы. Я их немного передержал в отсаднике, где их состояние ухудшилось, но сейчас потихоньку восстанавливаются. По остальным вроде все нормально. Подмены делаю также раз в неделю, теперь уже по 10 литров. Помпа течения стоит Jibao SV2. Перед этим стояла Jibao RV4, но она была слишком мощная для этого аквариума. Навесной фильтр я заменил на старый внешний фильтр Tetra, который остался от моего пресного аквариума. Кстати, совет новичкам, которые уже покупали такой фильтр. Научитесь запускать фильтр без кнопки и никогда ей не пользуйтесь. Так она дольше простоит без протечек. После того, как она у меня стала протекать, я ее удалил и отверстие заклеил. И вообще, если фильтр стоит в тумбе, держите его в каком-нибудь контейнере, иначе если он у вас потечет, у вас испортится тумба. А потечет он обязательно, рано или поздно это случится. Ну а на этом пока все. Спасибо за просмотр.